Англичане берегут свои традиции. Они долго не хотели отказываться от котелков, до сих пор пользуются раздельными кранами для горячей и холодной воды, ну и, конечно, в 5 вечера пьют чай с молоком. Но бывает так, что англичанин хочет что-то поменять в жизни. И я не о Брексите. Я об английском произношении. Те, кто изучает английский язык, обычно выбирают между американским и британским вариантами. Английский язык в США и Великобритании различается на всех уровнях. Лексика, грамматика, орфография, Гарри Поттер. Но первое, что можно заметить, это произношение. Вообще, говорить британское произношение – это то же самое, что говорить азиатская погода. Великобритания – это родина английского языка, и здесь наблюдается наибольшее разнообразие акцентов. Они порой отличаются друг от друга так же ярко, как Якутия от Таиланда. Можно найти такие британские акценты, которые не каждый носитель поймет. Well, very popular today. I'm saying that a number of parliamentary colleagues who have disabilities do find it quite difficult getting around certain parts of the state. Given that we're doing this refurbishment work, what can be done to make sure that those with a disability are able to move around more freely and the place is accessible? Please, could you do it very slowly in intimidating English? Акценты США, Австралии или Новой Зеландии не упали с неба. Все они восходят к акцентам британцев, которые приезжали в колонии, смешивались и находили общий понятный вариант произношения. Поэтому в Западной Англии вы можете найти акценты, которые напоминают американское произношение, а лондонский кокни оказывается внезапно похож на австралийские акценты. Если в США или Канаде или Австралии можно найти какой-то доминирующий вариант произношения, на котором говорит как минимум половина населения, то в Великобритании ничего подобного нет. Когда говорят британское произношение, обычно подразумевают вполне определенный акцент, который называется RP. Received pronunciation. Что же это за фрукт такой RP? Где он растет и с чем его едят? Давайте разбираться. А помогать нам сегодня будет мой друг, англичанин Джейк. Hi everyone. Где-то в начале 19 века в Великобритании произошло удивительное событие. Британская элита по всей стране вдруг начала перенимать такое же произношение, как у высших классов лондонского общества. В 1818 году этот акцент получил имя Received pronunciation. общепринятое произношение, или коротко RP. Из-за своего престижного статуса этот акцент на многие годы получил ореол правильного английского языка. Любите смотреть классические голливудские фильмы в оригинале? Без специальной подготовки может показаться, что там говорят с британским RP. Но на самом деле в голливудской классике обычно говорят с трансатлантическим акцентом. Это специальный культивированный акцент, на котором говорила американская элита и актеры в начале 20 века. Этот правильный американский акцент построен на базе правильного британского RP с добавлением некоторых американских черт. А вот австралийская актриса Кейт Бланшетт говорит с культивированным австралийским акцентом. Рецепт здесь похожий. Возьмите RP и добавьте щепотку австралийских черт. Культивированные акценты не привязаны к конкретному региону. Они нейтральны и обычно связаны с отличным образованием и высоким социальным статусом. Фредди Меркьюри учился в престижной частной школе в Индии, поэтому он выучился британскому RP еще до переезда в Англию. Американский трансатлантический акцент практически вымер. Современные американские актеры и телеведущие обычно говорят так же, как и 2/3 американцев, на General American. Австралийский культивированный акцент поживее. На нем говорит примерно 11% австралийцев. Но в австралийском телевизоре сейчас обычно говорят с акцентом General Australian. И также говорят 55% австралийцев. А вот британский RP, с ним все сложно. По разным оценкам, с таким акцентом говорит 2, 3, может быть 10% британцев. Впрочем, есть и другая точка зрения. RP мертв, как и его трансатлантический потомок. Что же с ним случилось? И как же теперь говорят англичане? Здесь нам на помощь придет видный британский фонетист Джефф Линдси. Линдси рассказывает, что в течение 20 века с британскими акцентами происходило два процесса. С одной стороны, BBC в течение 50 лет использовала RP на радио и телевидении, поэтому большинство британцев познакомились с этим акцентом, научились его хорошо понимать и зачастую сами немного приблизили свою речь к RP. С другой стороны,
ААП ассоциировался с высшими классами. Лингвист Питер Тратгилл заявляет: «Тот, кто говорит на ААП, считается высокомерным и недружелюбным, до тех пор, пока не докажет обратное». Поэтому многие представители самых верхов британского общества, даже премьер-министр Тони Блэр, сознательно или несознательно приближали свою речь к произношению среднего класса. В любом случае, Лондон и Южная Англия остаются очень влиятельными. Поэтому и в общественной жизни, и по телевизору, и в кино чаще всего можно услышать произношение среднего класса Южной Англии. Именно этот акцент сейчас можно считать стандартным британским. И именно его стоит изучать. Как назвать этот новый акцент – вопрос дискуссионный. Он, безусловно, близок к старому консервативному ААП, поэтому его часто называют современным ААП. С другой стороны, для многих англичан ААП ассоциируется с высшим классом, а новый акцент – это как раз-таки речь среднего класса. Поэтому Джефф Линдси и предпочитает говорить, что ААП – это уже история. А новый акцент следует называть стандартным южным британским произношением – SSB. А теперь посмотрим, чем же новое произношение отличается от старого. Акценты английского языка ярче всего определяются своими гласными, так что сейчас поговорим именно о них. Диаграмма гласных – это одна из самых красивых схем, которые есть в фонетике. С одной стороны, она приближенно показывает, как произносить звук, то есть куда сдвигается язык во рту – вверх, вниз, вперед, назад. С другой стороны, она еще и описывает саму акустику звука, то есть какие именно частоты мы слышим как определенный гласный. Вы любите колесо обозрения? Вот, судя по всему, именно на таком колесе и прокатились гласные в ААП, чтобы превратиться в современный акцент. Посмотрите на эти две диаграммы. Почти все гласные немного сдвинулись против часовой стрелки. Разница небольшая, но она есть. Вот передние гласные. Здесь язык находится в передней части рта, поближе к губам. Эти гласные стали более открытыми, то есть рот открывается чуть шире, и язык опускается ниже, чем для консервативного ААП. Сравните. Консервативный. Trap, Современный. trap, trap, trap. Вот задние гласные. Здесь язык находится в задней части рта. Эти гласные, наоборот, стали более закрытыми, то есть рот открывается не так широко, как для консервативного ААП. Сравните. Lot, 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 lot. North, 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 north. А вот гласный «у» был задним, а в современном произношении он съехал вперед и звучит как гласный «ы» в русском слове «люди». Goose, 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 goose. Также съехал вперед и гласный в слове Foot, В современном акценте он больше напоминает гласный «э» в русском слове «мед» или даже безударный «э», как в слове «соты». foot, 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 foot. Поэтому, если бы русский язык в этом году заимствовал слово «фут», то есть единицу измерения длины, то самая точная передача произношения была бы «фёт». На этом отличие современного акцента не заканчивается, так что нас ждет более глубокое погружение в отдельном видео. Британская транскрипция по-настоящему консервативна. Самую распространенную систему ввел выдающийся фонетист Альфред Гимсон аж в 1982 году. Он точно и подробно описал консервативный ААП в версии 1982 года и подобрал соответствующие знаки из международного фонетического алфавита. И эта система настоящая классика. Вы ее найдете в словарях, учебниках, в Википедии, в роликах на Ютубе, короче, где угодно. Но если вы знаете значение символов МФА и будете напрямую читать такую транскрипцию, то ваша речь будет как минимум архаичной, а возможно еще и высокомерной. Вы можете взять словарь Cube с транскрипцией по Джеффу Линдси. Это радикально отличается от классики. Ну или берите Оксфордский словарь по системе Клайва Аптона. У него более умеренная реформа транскрипции. Но я все же рекомендую познакомиться с классической схемой, потому что она по-прежнему используется и еще не скоро уйдет с арены. И устаревшие символы – это не такая большая беда, как может показаться. Дело в том, что в современном акценте поменялась фонетика, а не фонология. Это значит, что логические звуки, фонемы, остались прежними, а их физические реализации, то есть аллофоны, изменились. Так что свежее издание книги Гимсона использует классические символы для фонем
и новые точные символы для современных аллофонов. Поэтому вам просто надо понять, как каждая фонема в классической транскрипции произносится в современном акценте. Все это мы разберем в отдельном видео. Но ревизию транскрипции проводить надо, иначе будет как с английской орфографией, которая зафиксировала произношение 15-16 века. Привет Шекспиру. А теперь новости с другой стороны земного шара. Австралийская фонология уже лет 200 почти полностью совпадает с английской. То есть с тех пор, как в Австралию приплыл первый флот в 1788 году. А вот фонетика у антиподов отличается, то есть те же самые фонемы произносятся по-своему, на местный лад. Так что австралийские лингвисты отказались от классической транскрипции в 1994 году. Они выбрали символы, которые точнее описывают современный стандартный австралийский акцент. И вот парадокс. Если вы хотите звучать как современный англичанин, то для многих звуков австралийская транскрипция может оказаться для вас точнее, чем классическая британская. Вот теперь мы немного познакомились с новыми веяниями британской моды. Впереди у нас более основательное погружение в акценты. Мы развеем туман над британскими гласными и понежимся на теплом австралийском пляже. Изучайте фонетику.